Наконец-таки, спустя двухнедельного молчания, разработчики выпускают более-менее крупное обновление для CS2, которое весит 700 мегабайт, и помимо большого списка изменений, оно хранит в себе кучу интересных утечек. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Уже почти конец лета, а ты до сих пор не залутал топовые скины? Тогда бегом на Hell Store, где ты сразишься против реальных людей за приз. И на выбор у вас несколько режимов, а это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, которым делаешь ставку, если линия ее прошла, ты в шоколаде. Ну а если тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Не теряй времени и переходи по ссылочке в описании. Ну что же, на этот раз разработчики действительно разошлись и выкатили нормальный официальный список изменений, а не как обычно в пару строчек. И когда такое вот происходит, новых багов им не избежать. Что, собственно говоря, и получилось, но об этом чуть позже. Перейдем же к изменениям. Наконец-таки обновили карты от сообщества, это Mills и Assembly. Ну а в обычном режиме игры игроки теперь будут получать дополнительные очки опыта за каждый раунд, в котором они наносили урон по противнику. Также разработчики решили изменить политику голосования за следующую карту на официальных серверах. И в режиме обычный можно будет голосовать только в конце матча или во время первого раунда. В режиме же бой насмерть и гонка вооружения игроки теперь могут голосовать только в первую минуту матча или также в конце матча. Добавили также новую серверную команду, которая позволяет управлять раундами или количеством времени этих раундов. Возможно, создана по большей части для организаторов турниров. Ну и куда уж без фиксов. Теперь ограничено движение игрока вверх, когда один игрок стоит на другом. И благодаря этому фиксу, разумеется, появились новые баги, такие как зависнуть в воздухе с союзником на голове. И скорее всего это еще не предел. Так что ждем еще одно обновление в ближайшее время. Возможно сегодня, либо завтра. Ну а следующее, что пофиксили, это возможность мертвому игроку в режиме зрителя подбирать предметы. Ну а далее меню покупки теперь автоматически закрывается, если вы переключаетесь в меню выбора команды. Ну а спасение заложника теперь увеличивает счетчик целей в статистике матча. А еще улучшили разборчивость данных о нанесенном уроне в мини-таблице и добавили туда имена игроков, если таблица в развернутом виде. Ну а теперь же наконец-таки переходим к утечкам. Что ж, дамы и господа, файлы игры данного обновления теперь уж точно подтверждают появление брелков на оружие в ближайшем будущем. По сути, в коде игры появилось просто огромное количество строчек с упоминанием брелков. И не просто какие-то отдаленные намеки, а конкретно в игре теперь они прописаны как отдельный вид предмета, который будет иметь свое описание. Мало того, исходя из инструментов игры, в котором делают наклеечки и различные скинчики для CS2, игроки, возможно, смогут создавать свои брелки для мастерской. Конечно, есть вероятность, что это сделано было для удобства разработчиков, однако зачем было добавлять все эти упоминания в игру? Тем более, что даже в коде прописан путь, где будут храниться те самые брелки. Помимо этого, также был замечен и параметр, который будет прописываться в конфиге предметов, который служит для определения, на какие конкретно предметы можно будет повесить брелок. Так что да, это самая жирная утечка и прямолинейный намек на появление брелков. Помимо этого, в инструментах появится возможность в будущем создавать свои музыкальные наборы и выставлять их также в мастерской. Это, конечно же, упростит работу разработчикам и сузит поиск новой музыки для игры. Вот такие вот дела, ребята. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!